Мария Федоровна сидела на лавочке, залитой солнцем, и наслаждалась первыми теплыми деньками. Ну вот, и пришла весна. Только одному Богу было известно, как Мария Федоровна пережила эту зиму. Печка в ее стареньком домике нещадно дымила, а худая крыша выпускала все то тепло, которое удавалось произвести печке. «Еще одну зиму мне не пережить», — подумала Мария Федоровна и с облегчением вздохнула. Она не боялась смерти, наоборот, ждала ее как избавления. Похоронные давно были накоплены, наряд сшит, а в сарайке стоял добротный гроб, сделанный Митричем, и им же заботливо обит красным ситцем. Ничего не держало Марию Федоровну на этом свете. Когда-то у нее была большая семья. Муж Степан Иванович, высокий здоровенный мужик, работающий в совхозе кузнецом, и 4 ребятишек, 3 парня и девочка. Жили дружно, помогали друг другу, практически не ссорились. Детки один за одним выросли и разлетелись кто куда. Старшие 2 сына поступили в военное и потом, по распределению, отправились на другой конец необъятной родины. Средний пройдоха и лентяй в школе вырос и занялся вполне успешным бизнесом, который впоследствии унес его за границу, да там и оставил. Дочка тоже не осталась в родном совхозе, упорхнула в столицу и вскоре вышла там замуж. Первое время дети часто навещали родителей, писали письма, а с приходом мобильной связи стали звонить. Один за одним пошли внуки. Мария Федоровна периодически собирала старый потрепанный чемоданчик и отправлялась к кому-нибудь из детей в няньки. Ей в радость было помогать с внуками, да и дети ее не обижали совсем, как бывает, когда родители приезжают к детям. Постепенно и внуки выросли из бабушкиной заботы. Все реже Марию Федоровну стали звать, все реже стали звонки. А уж о том, чтобы приехать в гости, дети и думать забыли. Не до этого стало. Работа, семья, свои взрослеющие дети. Внукам тоже в деревне неинтересно. У них в городе друзья, развлечения. Поводом для приезда в отчий дом стала смерть отца, Степана Ивановича. Казалось, такой большой, пышущий здоровьем мужчина проживет до 100 лет. Но на деле оказалось иначе. Все дети приехали, и средний из-за границы, только один, без семьи. Но самое главное, что приехал. Смотрела Мария Федоровна на них, да только печалилась, по какому поводу они собрались. Проводив отца в последний путь, дети разъехались. Первое время после похорон звонили матери, но постепенно звонки сошли на нет. Мария Федоровна пыталась звонить сама, но быстро почувствовала, что не до нее деткам, и отступилась. Так и жила последние 10 лет. Раз в год кто-нибудь из детей вспоминал о ней и звонил, и тогда женщина неделю ходила и сама себе улыбалась. А что ей еще надо? Только услышать родной голос, узнать, что все хорошо, а большего и не надо. Звали дети в город, да не хочет она. Здесь ее место, здесь она всю жизнь прожила, да тут рядом с мужем и останется. Однажды Мария Федоровна также сидела на лавочке и думала о своем. «Здрасте, тетя Маш!» За забором стоял молодой парень и радостно улыбался. «Не помните меня?» Мария Федоровна прищурилась. «Колька, ты что ли?» «Он самый, тетя Маш!» Обрадовался парень и вошел во двор. Колька был сыном соседей, которые без бутылки и дня не могли прожить. Сколько Мария Федоровна его помнила, он всегда был грязным, вечно голодным ребенком. От жалости женщина его подкармливала, отдавала одежду, оставшуюся от детей, и пускала к себе переночевать, когда его родители устраивали сильно шумную пьянку. В одну из таких попоек и случилось несчастье. Отец Кольки с пьяну прирезал его мать, а потом и на себя руки наложил. После похорон родителей Кольку забрали и увезли,
и с тех пор Мария Федоровна его не видела и очень скучала по нему. Он был для нее как самый младшенький. Ее дети тоже его оберегали, брали над ним шефство. «Где ж ты был столько времени, Коля?» — обрадовалась женщина. «Сначала в детдоме, потом в армии, а потом учился. Вот вернулся на малую родину, буду родной совхоз поднимать». «Чего уж там поднимать-то осталось?» — махнула рукой Мария Федоровна. «Все разворовали и продали. Так занимается кое-кто частным образом. Ничего, не пропаду». И началась у Марии Федоровны другая жизнь. Коля устроился к Иванычу, самому крупному фермеру в их бывшем совхозе. В свободное время подлатывал свой старенький домишко, оставшийся ему после родителей. Да и Марию Федоровну не забывал, помогал по хозяйству. Повеселела Мария Федоровна, не иначе, как сынок, Кольку и не называла. Так они прожили 3 года. «Уезжаю я, тетя Маш», — как бы извиняясь, сказал однажды парень. Иваныч совсем зазнался. Работать требует, как с рабов, а денег платить не хочет. «Поеду на север, на заработки. Ты уж не обижайся». «Ну что ты, Коленька, какие обиды? Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Езжай с Богом». Снова Мария Федоровна осталась одна. Иногда от одиночества хотелось волком выть или руки на себя наложить. Но Мария Федоровна одергивала себя от подобных мыслей. Выть было неприлично, что соседи о ней подумают. А руки накладывать на себя – большой грех. Так и коротала Мария Федоровна дни в ожидании своей кончины. Но та не спешила к ней наведываться. Хоть как бы и возрастом, она уже была подходящим. Как-никак 80 со дня на день будет. «Здрасте, тетя Маш!» Послышался знакомый голос. Мария Федоровна перевела взгляд на забор и увидела знакомое лицо. «Колька, неужто ты?» «Я, тетя Маш». Высокий, хорошо одетый молодой мужчина вошел во двор к старушке. «Вот, вернулся. Насовсем». «Ой, радость-то какая!» — засуетилась Мария Федоровна. «Ты проходи, проходи, Коленька. Я сейчас чайничек поставлю. Я мигом». «Чайник — это хорошо», — заулыбался Николай. «А я сейчас только до дома схожу. Не знал, что тебя застану. Гостинца не взял». Через полчаса счастливая Мария Федоровна и не менее счастливый Николай сидели за столом, пили чай из красивых старинных чашек и не могли наговориться. Он рассказывал, где работал, что видел, а какое красивое северное сияние. Фотографии есть, но через них все равно всю красоту не понять. «Я ж помирать собралась, Коленька», — смахнула слезу Мария Федоровна. «Ну-ну, даже не думай», — шутливо погрозил пальцем молодой человек. «Я приехал. Сейчас мы с тобой, тетя Маш, заживем. Всем на зависть. Я денег заработал. Сейчас свое хозяйство буду развивать. Так что помирать некогда». «Эй, хозяева, есть кто-нибудь дома?» Звонкий девичий голосок нарушил их идиллию. Мария Федоровна выглянула в окно и увидела во дворе девушку в коротеньком пальто и ботиночках на высоком каблуке. «Вы к кому?» Мария Федоровна вместе с Николаем вышли на крыльцо и уставились на гостью. «Я к Марии Федоровне. Я внучка, вернее, правнучка ее. Я внучка Алексея, старшего сына Марии Федоровны». Женщина с парнем переглянулись. «Я звонила вам, но телефон отключен, поэтому решила ехать так, на удачу». «Ну, проходи», – растерянно пригласила Мария Федоровна, а Николай подскочил к девушке и взял ее чемодан. Мария Федоровна и Коля смотрели на Варю, которая с удовольствием уплетала подставленное ей угощение и рассказывала о себе. «Вы дедушке-то позвоните, он расскажет. У него ж моя мама рано появилась. У мамы я тоже родилась, когда той 18 было.
Вот и получилась уже большая правнучка. Смеется она. Помнила Мария Федоровна, что внучка ее Оленька родила девочку, а потом и мальчика. Но нянчились там бабушка с дедушкой. Ее не звали. А вот как так время пролетело, что уже все выросли, и не заметила. Не люблю я город, в деревне хочу жить, а родители не понимают. Дед Леша предложил у вас пожить пару месяцев. Говорит, что поживу в деревне, и навсегда охота пройдет в нее возвращаться. Он звонил вам, и мама звонила, и я, да только не могли дозвониться. Вы уж извините, я не стесню вас, и нахлебником не буду. У меня есть деньги, а еще вам мама и дедушка гостинцы прислали. Я поживу до сессии, я заочно учусь, и уеду. Да живи сколько хочешь. Наконец пришла в себя Мария Федоровна. Мне только в радость. В этот же вечер позвонила она старшему сыну. Тот немного пожурил мать за выключенный телефон, да потом извинился, что редко звонят. Понял, что из-за редких звонков и не ставила она телефон на зарядку. А зачем? Чтобы душу бередить и ждать? Прошел месяц. Мария Федоровна сидела на лавочке и наблюдала, как Варвара ловко управляется с огородом. И не скажешь, что городская. С помощью Николая Варя заново перепахала давно заброшенный огород, разбила его на грядки, справила теплицу, накупила рассады у соседей и с удовольствием принялась огородничать. Николай тоже не сидел без дела. На заработанные деньги он начал строительство современной фермы. Также он нанял рабочих, чтобы подлатали крышу Марии Федоровне, и вместо печки установили индивидуальное отопление. Мария Федоровна ожила, с ее лица не сходила улыбка. Она снова была не одна. Лишь иногда тень грусти налетала на ее лицо, когда она вспоминала, что Варя вот-вот уедет. Уж очень она привязалась к правнучке. Но время летело, и Варвара засобиралась в город. «Как же я, Варенька, тут одна с огородом-то управлюсь!» Вздыхала Мария Федоровна, складывая в пакетик пирожки правнучки на дорогу. «Так ты, бабуль, только воду не забывай в бочку наливать. Огород-то Коля польет, а я уж приеду и пропалю, и уделаю все, что без меня тут себя будет плохо вести», — улыбнулась Варя. «Так ты вернешься?» — обрадовалась Мария Федоровна. «Конечно, не могу я отсюда насовсем уехать. Полюбила я тебя, бабуль, всем сердцем. Да и Коля мне предложение сделал. Осенью свадьба. Куда я без мужа? А он у меня деревенский человек». Вот так за месяц вспыхнула любовь у молодых, прям как у нее с ее Степаном в свое время. Спустя год Мария Федоровна грелась на солнышке и качала коляску со спящим праправнуком. Варя с Николаем были на ферме. Совместными усилиями ферма процветала и помогала процветать всему бывшему совхозу. «Эй, Марья!» За забором стояла соседка Литка. «Говорят, у тебя гроб бесхозный в сарайке завалялся. Не продашь? А то у меня бабка померла, а Митрич пьет по-черному. Не знаем, где домовину бабки справить. Продай, а?» Мария Федоровна посмотрела на праправнука, сладко почмокивающего пустышкой, и проговорила: «Забирай, мне еще некогда помирать, мне детям помогать надо». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.